Так, ко мне опять приехал Костик. Хочет он отпескоструить коллектор выпускной и клапанную крышку. Будем использовать мини-пескоструй мощный, но также сегодня и проверим Sunjet и MaxJet. Эти оба пескоструя, Sunjet и MaxJet, работают на мелкой фракции песка, вот, от 0 до 0,2 мм. Посмотрим, как они работают на этой фракции и как будут работать на стандартной фракции, которую можно легко купить от 0 до 0,5 мм. Сейчас мы будем пескоструить с Sunjet. Давай попробуй. Работать на таком песке он будет без проблем. Он работает неплохо, просто у него производительность не особо большая. Сейчас поставим MaxJet, попробуем. Так, давай, MaxJet. Не держится трубка, да? Да это ладно, это все мелочи. То же самое, 6 бар у нас стоит давление. Соскальзывает? Это оригинальный комплект. Какой-то хомут надо ставить. Ну как лучше работал. Видишь, здесь такое остается черный, здесь белый. Мини-пескоструи Sunjet и MaxJet работают без проблем. Со своей производительностью на вот такой фракции песка это все понятно. Сейчас мы возьмем фракцию, на которой мы работаем, и посмотрим, как эти мини-пескоструи будут работать на фракции от 0 до 0,5 мм. Так, то же самое MaxJet, но теперь фракция песка от 0 до 0,5 мм. Забился. Забился, да? Убираем вот эту заборную трубку. Не работает, забился. Sunjet, песок от 0 до 0,5 мм. Ну, давай пробуй, посмотрим. То есть надо вот так делать. Так, тормози. Сейчас я дам другую трубку заборную. Вот стой, остановись. Видишь, у него здесь все в трубке, все забито песком. Видишь? И он сейчас его по чуть-чуть вырабатывает. Сейчас нужно продуть, чтобы весь песок сейчас вышел. Сейчас песок вот здесь уйдет у нас весь. Вот, песка нету, и теперь тогда попробуем уже с открытым дополнительно воздухом. Но работает с перебоями. Вот эти все мини-пескоструи, они предназначены для очень мелкого песка. На них, на мелком песке они будут работать стабильно. Ладно, берем нормальный пескоструй, который нам подходит для нашей фракции. Так, ну что, песок у нас тот же самый, от 0 до 0,5 мм. Так, ну что, ты готов поработать уже в конце концов? Давай, да, новую возьмем. Ну да, сейчас. Видно даже как песок идет.
Совсем другое дело, да? Да, быстро идет. Ну, Я бы устал. Побыстрее. Так, я, если что, в маске. А то вы часто переживаете, что я дышу песком. Это не так. Песка уходит в 2 раза больше, но и производительность в 2 раза больше, если не в 3. Те пескоструи, они больше для гаражных работ, кто внутри, без вентиляции. Ну, для там. маленьких жучков, там, знаешь. Да, совсем вот это где. Здесь суть чуть-чуть другая, здесь Но производительность это же тоже больше. можно сделать под любую производительность. Не, ну ясен пень. Ну. Теми пескоструями ты бы тоже бы такого бы результата добился, единственное, просто дольше. Там меньше потребления песка, а воздухопотребление столько же. Вот такая вот деталюшка. Отпоры большие, и чтобы выбить оттуда ржавчину, ну надо подержать. Видишь, поры какие глубокие поры. Только из-за этого долго надо работать. Можешь попробовать открыть верхнее отверстие чуть-чуть. Да не надо, мне все устраивает. Нормально все. Да. Что, готово? Только не включай, блин. Так, с этим мы закончили коллектором выпускным. Сейчас будем покрывать чем? Грунт. Покажи-ка. Грунт 1000 градусов. Грунт 1000 градусов. Ну давай, я поснимаю осторожненько. Раптор. Так, сразу нужно покрывать грунтом краской, иначе мгновенно заржавеет после пескоструйки металл. Так, загрунтовали. Сейчас подсохнет и будем красить его. Красный. Как на футболе. В красный, да? Так, на выпускной коллектор у нас ушло 1,5 такие баночки. Попозже взвешу целую баночку и посмотрим, сколько она весит, сколько там песка было. Сейчас досыпем песка и будем пескоструить клапанную крышку. Посмотрим, насколько здесь крепкая краска, сколько займет времени клапанную крышку отпескоструить вот такую. А внутри ты ее тоже обмотал, закрыл, да, все? Внутри все обмотано, замотано, ничего туда попасть у нас не должно. Но я думаю, что здесь полегче чутка будет. Хотя краска, по идее, крепкая на этих крышках. Вот, от 0 до 0,5 миллиметров кварцевый песок. Такого песка, как 0,02 миллиметра, у нас нету, поэтому мы используем то, что у нас в доступе. Так, будем приступать. Посмотрим, как снимается эта краска. Это еще простое сопло, не конусное. Если поставить конусное сопло, факел будет чуть-чуть побольше. Хотя, как мы видим, Костик пескострует довольно-таки далеко. Ты не держишь же впритык. Сколько у тебя, сантиметров 5? Потому что здесь нет раковин. Пескоструй вот здесь, только подальше чуть, еще чуть дальше. Вот так вот попробуй. Тоже берет.
Так, половинка у нас готова. Даже 5 минут, Костик говорит, не прошло. Теперь нам осталось еще вторая сторона. Довольно-таки быстро происходит очистка. Я думал, будет крепче эта краска намного. Так, Костик прям готов уже к грунтовке. Так, здесь все сделали. Ушло. Сколько здесь осталось? Ну, не целая емкость, а 2/3 емкости ушло песка на клапанную крышку. Костик спешит, потому что хочет быстрее ее покрыть грунтом, так как на свежем воздухе очень быстро такие детали от пескоструйные ржавеют прямо на глазах. Вот если сейчас я дотронусь пальцем, то там сразу же заржавеет, грубо говоря. Даже от продувки сейчас чуть потемнеет. Видишь, сразу темнеет на глазах. Какая-то влага есть в продувочнике все равно. Хотя я спускал конденсат. Ну, прикольно, кстати. И быстро получилось. Все? Все, ждем, чтобы высохло. Так, песок досыпали. Сейчас посмотрим, сколько в этой емкости у нас песка по весу. Так, 2 килограмма 200 грамм. Но сейчас я насыпал побольше эту емкость. В среднем 2 килограмма эта емкость. У нас ушло 2,5 емкости. Соответственно, 5 килограммов песка у нас ушло на 2 детальки. Сейчас будем их красить. Так, Костик, ты нам расскажи, в чем суть у нас этой покраски. Грунт мы нанесли. Сейчас ты будешь красить краской, которую нужно... Раптор новый, температурный 1000 градусов, красный цвет. Наносится сначала грунт, 1000 градусов, который, потом краска. Как будет все работать, не знаю. Короче, она должна подсохнуть часа 4 просто в комнатной температуре, а потом ее надо запекать. Запекать надо? 150 градусов 1 час. Ну, в духовке. Или строительным феном. Ну, что ты будешь 1,5 часа строительным феном держать? Короче, суть такая. Мы покрыли грунтом. Дальше покрываем мы краской. Краска должна высохнуть минимум 4 часа. И после этого нужно эту деталь нагреть. Если в печке, то 150 градусов. И сколько держать ее в печке? Час. Час держать в печке. А если феном, то неизвестно. Сейчас мы эти детали красим. Выпускной коллектор мы красим красной краской, а клапанную крышку красим черной краской. Оставляем эти детали, а завтра будем их греть, для того, чтобы краска запеклась. В 2 словах все удалось быстро отпескоструить. Примерно заняло у Костика это полчаса, наверное, да? Реально. Ушло 5 килограммов песка. Если пескоструить другими пескоструями, песка, скорее всего, уйдет столько же, просто это будет намного дольше. Не полчаса, а, допустим, там уже час, может быть, даже больше, я не знаю. Но, опять же, для работы санджета и максджета нужна очень мелкая фракция песка, чтобы пескоструй работал адекватно. Мой мини-пескоструй предназначен для более объемных деталей, чтобы быстро выполнять очистку. Да, расход воздуха будет одинаковый, у этих пескоструев. А вот расход песка у моего пескоструя будет больше. Но и производительность сразу быстрее и больше. Деталь установлена на машине, Но. то завести машину в течение 30 минут на холостом ходе она прогревается, и тогда уже все. Здесь, по большому счету, их можно печку растопить и положить их на печку, и пусть они запекаются на ней. Рассчитано для равномерного прогрева, не так, что ты феном будешь какую-то часть у нее... Не, ну надо водить. Ну, ты 1,5 часа будешь водить? Нет, значит такая температура не 1,5.
Короче, не знаю, что делать. У тебя спортивная машина, да? Subaru. Че ты ржешь? Ну, я знаю, что в Субаре точно эти коллектора выпускные красного цвета. Ну, будь я Субару, значит. Да. Дизельный. Вонище, конечно. Ага, и запекаться он также будет. Ну-ка проверим, обгорит эта краска или нет. Ну, красиво, красиво смотрится. Убрали все эти надписи, теперь красиво видно. Понятно, что тебе это не надо, но были они такие замызганные. Так, это у нас коллектор от Volkswagen Шарана дизельного. 1.9 дизель. Мотор свежесобранный. Будем ждать первого запуска. Очень глубокие поры. Поры глубокие. Надо задуть, все ясно. Хотя что-то для первого слоя дыхания. Ну, оставишь пока. Завтра будем уже думать, как их запекать. Духовку привезешь на крайний случай. Какую? Да откуда я знаю, найдешь. Так, свечу Костику. Все дефекты пытаемся покрасить. Как-никак. Как-никак. Может, мне тоже коллектор свой снять, покрасить в красный? Плюс 5 лошадиных сил добавляется, говорят. Ну все, красота вообще. Неописуемая. Что, приступаем к крышке тогда? Черной краской. Вот это, если видите здесь, это не потек, это точечная сварка здесь. С той стороны пластина. Масло отбойное стоит. Маслоотбойная пластина стоит под ней. Что, удалось нам под эту штуку отпескоструить? Как-то. Вот как туда закрасить? Не, нормально, кстати, зашло. Пусть он чуть подсохнет, и тогда уже второй слой. Прикольно, когда вот что-то вот сам делаешь, прям радость берет какая-то, я не знаю. Как кому-то отдашь что-то сделать, такая шляпа получается. Первый слой, пусть схватится. И уже будем покрывать. Ну, как новое прям. Тут надо добавить. Вот я печку покрыл тоже такой краской. Ну, не такой, а другую там брал какую-то. Пойдешь сразу налево, там будут стоять 2 баллончика. Можешь принести, покажем заодно. Там на полочке сразу увидишь. Покрываешь, все как бы такое черное, красивое. А когда пропекается, становится такой серенькой. Вот такую я себе купил. 800 градусов для печки второй. Нужно тоже как-то ее прогреть, а она новая. Дымоход, что ли, ей ставить, чтобы ее протопить, покрасить, чтобы она не ржавела, не стояла. Вот 2 баллона взял, 2 баллона мне хватает, чтобы покрыть всю печку. Что пишут? Просто типа осушка 20-30 минут. Нету температуры запекания. А сколько твоя краска стоила? Это стоило где-то Моя 10 евро. Ну, моя 12. Вот стол, который я склеивал на прямой трансляции на стриме дубовый. Можете посмотреть. А вот моя печечка здесь стоит. Это мой стол тоже. Вот такая печка. Нужно ее растопить, прогреть и тоже покрасить. А вот моя печка, которая стала. Вот такую. Она уже чуть облезла, но печке уже 8 лет. Сейчас стапливаю всякое барахло. Ближе к лету всякие остатки всяких досок. Поэтому у меня стекло все черное. Вот MaxJet, SunJet и пескоструй без названия пока. Так что пишите комментарии, как назвать этот мини-пескоструй. У меня одна идея уже есть, как его назвать. Так, Костик тут что-то
еще крышка до конца. Заливная горловина. Ну да, немножко здесь все боится. Надо было ее от песка струить. Ну там песок боялся, чтобы пойдет. Но было заклеено для того, чтобы не попал песок. Там под этой крышкой снизу находится припаянная, приваренная пластина, отбойник, да, какой-то для масла. Масло уловили, чтобы при пескоструйке не попал песок, Костик это все обклеил. Сейчас мы пытаемся и горловину, и все дела прошкурить и дополнительно это Ее покрасить. не снять, потому что она заварена. Но она на, на точечной сварке, да. Вещь? Мне щука нужна. Вот еще 2 недели осталось потерпеть. И на рыбалку поедем. Будем на рыбалке вечерами пропадать. В 4 закончил работать. Поехал на рыбалку. Там посидел. Пару дней в неделю можно почилить. Вот такая клапанная крышечка получилась. От пескоструена, загрунтована и покрашена. Час работы, блин, с покраской. Час работы с покраской. Единственное, пока остается открытый вопрос по поводу, как их запечь правильно. Вот так вот получилось все это дело. Коллектор выпускной красный, клапанная крышка черная. Все отпескоструили, все покрасили. Что ты его мнешь там? Смотрю, как раз есть, Пока. вроде все нормально. Конечно, он быстро сохнет. Ну, испаряется растворитель быстро, видишь, уже руками его можно трогать. Конечно, он до конца еще не высох. Но через 4 часа, типа, его можно уже запекать. Новый день, Костик на работе. Я решил сегодня протопиться и заодно попробовать запечь краску, которую мы вчера использовали. Детали уже высохли, уже прошло больше 4 часов. С крышки клапана я снял весь скотч. Также снял скотч с выпускного коллектора. Посмотрим, насколько сильно нагреется сама печка и насколько сильно нагреются детали. Так у нас происходит процесс. Термометр показывает именно внутри, а нам нужна температура вот здесь вот. 144. Сама крышка пока не прогрелась. 140. Крышка 40 градусов. Только начал все это дело. Сейчас буду больше протапливать. Я-то могу эту печку растопить довольно-таки сильно, но мне так много не надо. Нужно выдержать примерно 150-200 градусов, как написано. Промежуточные итоги. Не так быстро все это дело нагревается, конечно. Примерно 180-190 градусов сейчас верх печки. Сама крышка сейчас 120 примерно градусов. Ножки у коллектора, кстати, побольше будут. 140 уже градусов, а верх, вот, а верх 82. Так что как-то так. Жду, пока до 150 градусов прогреются. Так, вот мы достигли плюс-минус нужной температуры. Примерно снизу 180 градусов, а сверху где-то 140. Просто есть небольшие испарения от этих деталей, но, наверное, на видео не будет видно. Особенно от клапанной крышки. Видно, какое-то масло, может быть, догорает, выгорает. Мы не кочегары и не плотники. Мы детали, прогреватели. Так, вышли мы на нужную температуру. Сама печка
уже 240-250 градусов. Так, верхняя крышка у нас 150. То есть верхняя крышка металлическая, она хорошо прогревается равномерно. А наш коллектор где-то примерно 200 градусов, 150, 160, 140. Но, видимо, коллектор быстрее успевает отдыхать, остывать. Все, теперь оставляю на час в таком состоянии, буду поддерживать температуру. Прошло полчаса, подкину дровишек еще. Для продолжения банкета. Я думаю, что нужно уже с этим заканчивать. Сейчас в печке у нас показывается 450-500 градусов. Сверху 250 деталей. Ну, примерно там 160-180 градусов. Полчаса я разжигал печку, доводил до нужной температуры. Сейчас полчаса они уже стоят, может быть, чуть больше. Пусть еще постоят в районе часа, наверное, и я уже топить больше не буду. Красиво горит. Можно вечно смотреть на горящий огонь. Жалко, что стекло закоптилось, потому что стапливаю разные доски, которые с краской и так далее. Детали стоят уже больше часа при нужной нам температуре. Верхняя крышка 220-230 градусов у печки. Клапанная крышка 150-160 градусов. У коллектора ножки 180, 200. И ближе к верху у него те же самые 150 градусов. Каких-то изменений глобальных нету по краске. Возможно, черный цвет стал чуть-чуть более серым, а именно по красной краске каких-то изменений я вообще не вижу. Все отлично, все хорошо. Сейчас оставляю детали, пусть они остывают вместе с печкой, какой часик. Топить больше не буду, как раз к этому времени и приедет Костик. Пескостру есть, краска покупается, запекание у нас есть. Но мы пока не знаем конечный результат, но возможности расширяются, да, у нас. Интересно будет посмотреть со временем. Но это все у нас в доступе, это требуется лишь время. Ну, я думаю, когда она остынет, она не будет липкой уже. Ну, конечно. Сейчас она чуть-чуть такая, как будто... Я ее особо не чуть-чуть трогал, есть, да, такая, но как отметины будто. были. Короче, мы добываем опыт своими силами и можем сделать какие-то после этого выводы. Так что как-то так, в двух словах. Ну да. По крайней мере, по технологии я ее выполнил, а уже будем смотреть, как она себя поведет уже в процессе эксплуатации. Давай еще раз, где мы первые на YouTube? Ну, я думаю, что мы первые, кто вот этот баллончик использует вот так по средству. Из серии краски, Да. что мы его покрыли Что и я в запекли. Ютубе смотрел, так, чтобы купил и вот показал, как эта штука работает, нету, есть только от производителя видео. Все. Кстати, краска довольно-таки крепкая получилась. Мы сейчас с задней стороны, где Костик чуть-чуть не обклеил, попробовали Ногтем поцарапать. поцарапать ногтем. Можешь принести, показать это. Крышка металлическая остыла быстро, а вот коллектор, он остывает подольше. Здесь есть момент. А Вот там не будет. ногтем и здесь, кстати, не пескоструен. Здесь Вот. не пескоструйный. А вот да. как на пескоструе вообще держится хорошо. Он, знаете, он не как слезает, как шкурка. Он просто сразу крошится, как эмаль такая получилась. Но краска на керамической основе. Вот. Ну да, она как Смотри, бы... а это ж грунт, да? Как фарфор, знаешь. Мы как грунт будто. вообще не снять. Как стекло. Видишь? Это не пескоструйная еще поверхность. Это ж грунт, правильно, серый? Ну, серый грунт, да. С мылом вообще ее трудно снимается. То есть грунт мощный. Я здесь, да, поцарапал где-то чуть-чуть. да. Но вроде все нормально. Стала, скажем, более такая темно-серая, да? Но не черная прямо так, чтобы черная. Будем прощаться с нашими зрителями, которые досмотрели это видео до конца.
Показали вам процесс пескоструйной обработки, покрытие грунтом, покрытие краской, запекание. Делали это в первый раз. Посмотрим, как будет служить это покрытие, какие будут с ним проблемы и сложности. Увидимся уже в новых видео, либо на трансляциях. Всем до встречи, всем пока. Все, это все, что ты хотел сказать людям? А что, меньше слов, больше дела. Все, окей.